в прошлой серии бедной Насти. Вы попали в наш дом. Это не важно, слушай меня. Сначала отпустите руки. Я же сказал, слушай. Мы должны забыть друг друга. Я забуду. Обещаю, и больше никогда о тебе не вспомню. Я тоже никогда не буду вспоминать о тебе. Я только что говорил с Жуковским, и он сказал мне, что я слишком серьезен. Он считает, что мне надо развлечься. Вот я и подумал, что развлечься мне лучше всего в вашей компании. Сейчас мы ее. Маменька. Маменька, а чем это вы здесь занимаетесь? Лизонька, да вот беседуем с твоим женихом. Да? Картошка, да. Андрей Платонович любезно согласился оценить новый сорт картошки. Замечательная картошка, Мария Алексеевна. За урожай можете не беспокоиться. Зачем ты встала из постели? Моя милая, девочка моя, ты же еле на ногах стоишь. Маменька, Ну, что такое? меня только что в коридоре напал цыган. Цыган? Ну, какой цыган? Лизонька, моя милая, ну что же тебе в последнее время какие-то страшные сны снятся? То, понимаете, ее Владимир Корф из леса вынес, то вот теперь цыган какой-то. Это был не сон, маменька. Я шла в комнату к Андрею, и вдруг этот цыган выскочил откуда ни возьмись. Елизавета Петровна, а вы уверены, что вам опять не привиделось? Да я видела его так же, как вас сейчас перед собой вижу. Ну и каков он из себя? Ужасный человек. Глаза горят, волосы черные и седая прядь над лбом. Боже. И что ж он хотел от тебя, этот цыган? А он мне хотел что-то о вас рассказать, Андрей Платонович. Вы хотите, чтобы я помогла вам отвлечься, ваше высочество? Я. Да. Я хочу развлечься. И мне в сущности все равно как. К примеру, шахматы. Натали, неплохая идея. Вы составите мне компанию? Вы уверены, что хотите развеяться именно в моем обществе? Натали, вы единственная близкая мне душа в этом огромном и холодном дворце. А Жуковский прав. Нужно пролистнуть былое и начать с новой страницы. И я хочу начать новую жизнь в приятной мне компании. Ваше доверие – большая честь для меня. Натали, вас что-то смущает? Я полагала, что ваша новая жизнь началась в тот момент, когда во дворец приехала принцесса Дармштадтская. Может быть, вам следует поискать ее компанию? Или вы передумали жениться на ней? Этого не должно было произойти. Я обидел вас. Вы не можете обидеть меня, Михаил. Только дядюшка был так же добр ко мне, как вы теперь. И мне будет невыносимо потерять и вас. Отчего такие грустные мысли? Вы не можете меня потерять. Разве нам плохо вместе?
Хорошо. Слишком хорошо. Только иногда мне кажется, что все это лишь чудесный сон, который вот-вот закончится. Почему сон? Только во сне. Может быть, не важно, кто ты на самом деле. Не передумал ли я жениться? Наталья, кого это интересует? Вас или мою маман? Ваше Высочество, как вам известно, я назначена фрейлиной принцессы Марии. Я должна действовать в ее интересах. И мой вопрос продиктован исключительно беспокойством о ней. Хорошо. Я не переменю своего решения по поводу этого брака. Наталья, ну так уж вышло, что у меня нет более близкого человека, чем вы. Поэтому, когда Жуковский предложил мне развеяться, я отправился искать именно вас. Когда вы рядом, моя тоска по Ольге чуть отступает. Так можете и передать, маман. Ваше Высочество, вам следует искать компанию принцессы Марии. Она от всей души хочет стать вашим другом. Не думал я, что ближайшая подруга Ольги будет толкать меня в объятия другой женщины. Вы не можете обменять меня в предательстве подруги. Вы сами сказали, что изгнали Ольгу из своего сердца. Наталья, вы же знаете, у меня не было другого выбора. Выбор всегда есть, и вы его сделали, Ваше Высочество. Наталья, не проще было бы сказать, что вы просто не хотите играть со мной в шахматы? Ваше Высочество, я знаю, Ольга больше всего хотела бы, чтобы вы были счастливы. Она не сможет жить спокойно, зная, что вы разрушаете свою жизнь. Начните все сначала. Вот ваш белый лист. Женитесь на Марии и смотрите в будущее. О, Ваше Высочество, вы решили меня навестить? А вы уверены, что этот цыган имел в виду меня? Он сказал, что знает что-то о моем женихе. Ну и что же он вам про меня рассказал? Он не успел сказать, я убежала. Молодец, вот подальше надо от них, подальше. Смелую дочь воспитали, Марья Алексеевна. Что вы говорите, Андрей Платонович? Какие у вас могут быть дела с этими цыганами? Господи, помилуй, не к ночи будь помянутый. Да нет у меня с ними никаких дел, просто их табор стоит на моей земле озера, вот и все. Вы позволяете цыганам жить возле вашего поместья? А вы позволите им не позволить? Помните, каково было дело в прошлом году у нашего соседа, у помещика? Он отказал цыганам в постое. Так всех лошадей ему перерезали. Да помню, этот бесстыдник просил дочь цыганского барона, как мзду за постой. Что вы смеетесь-то? Вот правильно сделали, получил по заслугам. Я с них вообще мзды не беру. Я понял, в чем дело. Этот шельмец, вероятно, приходил рассказать вам о моей
бесконечной доброте к цыганам. Он не был похож на человека, пришедшего благодарить. Ну вот, пришел поблагодарить, а получилось, что напугал. И такое может быть. Довольно! Что вы говорите, Андрей Платонович? Лизе сейчас вообще нельзя беспокоиться. Иди в постель, моя девочка, иди. Я пока не поговорю с Андреем, не пойду. Где он? Андрей уехал в Петербург. Как уехал в Петербург? И со мной не попрощался? Ну, Лиза. Это вы нарочно сделали, чтобы он уехал. Вы знали, о чем я хочу с ним поговорить? Иди в постель. Ничего у вас, маменька, не получится. Я все равно расскажу Андрею, что мой жених дал мне пощечину, и что моя родная мать благословляет мой брак с этим человеком. Когда же вы простите меня, Елизавета Петровна, за мою минутную вспышку гнева? Всякий человек ошибается. А влюбленный тем более. Ну, Лиза, Андрей Платонович давно загладил свою вину перед тобой, спас тебя от медведя, жизнью своей рисковал. Ну, проводите же ее в ее комнату, Андрей Платонович. Идите, идите, а то, не дай бог, какой-нибудь цыган объявится снова. Подождите. А что, цыган-то был, что ли? Ну, я же вам уже говорил. Ну, пришел поблагодарить, а получилось, что напугал. Так черт их разберет, этих цыган. Какие странные у них обычаи. То любовь, то месть, то свадьба, то похороны. Простите, я должен Елизавету Петровну проводить. Не обессудьте. Чего вы так грустны? Что вас мучит, Анна? Должно быть, у вас есть какая-то тайна? О, да. Тайна у меня действительно есть. Может быть, у вас есть муж, томящийся в амбаре? И 3 детей, которых раздали в крепостные семьи? Нет, Михаил Александрович. Ни тайного мужа, ни детей у меня нет. Может быть, вы заморская принцесса в изгнании? Опять не угадали. Никакая я не принцесса. Тогда расскажите, что вас томит. Всем известно, что я воспитанница Ивана Ивановича. Он вырастил меня как свою родную дочь и... Что, Аня? Что такое? Не стоит предаваться страстям, пока не нашли убийцу. Вы правы. Простите меня, если я оскорбил вас. Не вините себя. Мне самой хотелось этого поцелуя. Мне до сих пор не верится, что барона убил не Карл Модестович. Вы, однако, должны держаться от него подальше. Я думаю, что теперь он захочет обвинить меня, но сейчас это совсем не важно. Главное найти настоящего убийцу. Но зачем господину Забалуеву понадобилось обвинять Владимира? Возможно, он хочет свалить свою вину на чужие плечи. Возможно, но зачем? Чтобы помочь княгине Долгорукой завладеть поместьем? Но ведь у господина Забалуева есть собственная земля. И, мне кажется, ему совсем не важно, какое приданое достанется ему за невестой. Мне тоже непонятны его мотивы. Однако Владимира он обвинил не просто так.
значит, он что-то знает или замешан в чем-то. А что вы собираетесь делать? Прежде всего, я хочу поговорить с его будущей тещей. Постараюсь узнать, где был господин Забалуев в тот вечер, когда убили барона. Миша. Чего тебе? Не подать ли вам чаю? Иван Иванович в это время всегда чай. Вон пошла. Зачем приходила? Простите, барин. Вижу, не вовремя я пришла. Ну, что случилось? Тебя кто-то обидел? Анна. Она вечно надо мной издевается. Вот как? Нынче прикинулась добренькой. Обещала за меня словечко замолвить перед директором императорских театров. И замолвила? Ничего Сергею Степановичу не сказала. Он меня на смех и поднял, когда я перед ним стала выступать. Ну, вряд ли он стал бы смеяться над тобой. Но он смеялся. Сказал, что мне место в балагане. Ну, хорошо. Позови Анну. Сейчас разберемся, почему она с тобой так обошлась. Ой, барин. Благодарствую, барин. Иди, иди. Ты уверен, что поступаешь правильно? Мари. Вы как раз вовремя. Я думал, как бы мне развлечься. И решил, что в вашем обществе вечер будет очень приятным. Правда? В самом деле? Разумеется. А чем мы займемся? Да чем угодно. К примеру, послушайте, сегодня в Михайловском дворце бал. Надеюсь, вы не откажете мне в компании, принцесса? С удовольствием. Надеюсь, и вас там увидеть, мадемуазель. Да-да, приходите. Пожалуйста. Благодарю вас, однако мне не здоровится. Я не думаю, что мне пойдут танцы на пользу. Натали, очень жаль. Может быть, мне остаться с вами? Нет, нет, не стоит. Пожалуйста, потанцуйте и за меня тоже. А теперь, с вашего позволения, принцесса. Ваше императорское высочество. А какой танец модный в Петербург? Ни один бал не обходится без полонеза и мазурки. О, польский танец в Европе не такой модный. Мой учитель учил меня, но я ошибаться.
вашу руку. Полонез. И... Полонез – медленный танец. Но его обожают наши царедворцы и старики, ибо с более сложными танцами им уже не справиться. А молодежь предпочитает мазурку. И... Мазурка очень весело. Благодарю вас. Вы можете идти. Позвольте, я помогу вам прилечь. Татьяна мне поможет. Этот разбойник-цыган. Надеюсь, он нас больше не потревожит. Мы с матушкой, признаюсь, испугались, когда вы так неожиданно ворвались в комнату. Кстати, чем вы занимались, когда я вошла? На столе лежала расчетная книга моего отца. Вы что, имели с папой какие-то дела? Я просто помогал Марье Алексеевне разобраться с прошлыми расходами, да и будущие траты рассчитать. Ну, одной женщине тяжело вести такое хозяйство. Марья Алексеевна нуждается в человеке, который бы помогал ей в этих делах. Этим должен заниматься мой брат. И как только он вернется, я расскажу ему о пощечине. Елизавета Петровна, я прошу вас сменить гнев на милость. Я был неправ. Ну, неужели будете казнить меня всю нашу совместную жизнь? Как только Андрей вернется, я расскажу ему, и он узнает о том, что вы сделали, и ни о какой совместной жизни речи быть не может. Вас вышвырнут из этого дома. Елизавета Петровна, ваша матушка не считает, что моя минутная слабость – достаточный повод для расторжения нашей помолвки. Я уверен, как только вы оправитесь, ваше отношение ко мне переменится. Никогда, прошу вас, оставьте меня. Как прикажете, Елизавета Петровна. Желаю вам сладких снов. Вот. Теперь мы с вами в расчете. Приятно видеть, что ты наконец-то поняла, где твое настоящее место. Ну, кто-то же должен посуду собирать, раз ты от работы отлыниваешь. Вон ее сколько. Посмотрите, какая сердобольная нашлась. А как ее о помощи попросит, так сразу черствая, как прошлогодний пряник. Чем же ты опять недовольна? Выставила меня посмешищем перед директором императорских театров. Это после того, как я пообещала тебе за Карлом Модестовичем присматривать. Полина, я же тебе уже говорила. Я не успела с ним и словом у тебя обмолвиться. Врешь. За столом Владимир Иванович говорил про мое прослушивание. Он говорил про мое прослушивание. Все ты врешь. Из-за тебя моя карьера погибла. Полина, я ничего не сделала, чтобы помешать твоей карьере. Я клянусь. Ничего, ничего. Владимир Иванович толкует тебе, когда надо быть добренькой, а когда не высовываться. Потому что он на моей стороне, и как он тебе прикажет, так ты и запоешь. Даже твой разлюбезный князек тебе ничем не поможет. Барыня, князь Михаил Александрович Репнин просит принять. Проси. Князь, какой сюрприз. Проходите. Здравствуйте, Марья Алексеевна. Наконец-то я добрался до вас. Простите, что не смогла вас принять в прошлый раз. Столько событий вокруг. Голова кругом идет. Занята очень была. Понимаю, Марья Алексеевна.
Вы любите птиц? О, мой муж любил охоту, рыбную ловлю, а я вот завела себе птаху мелкую. Этим и довольствуюсь. Прошу вас, князь. Рада познакомиться с вами, Михаил Александрович. Андрей так много говорит о вас. Он сейчас здесь? Нет, уехал в Петербург к вашей сестре. Ведь наши семьи скоро, возможно, породнятся. Наташа уже написала родителям в Италию. Они ответили, что будут счастливы благословить ее союз с наследником столь славной фамилии. А вы гостите у Корфов? Владимир мой старый друг. Несчастье, постигшее его, заставило меня задержаться в вашем уезде. Да, я так сочувствую его горю. Смерть барона для всех нас большой удар. Вы хотели сказать убийство? Ведь Ивана Ивановича отравили. И не говорите, не говорите. У какого чудовища рука поднялась? Барон и так был слаб сердцем, болел часто. Не дали старику умереть спокойно. Ироды. Вам довелось быть рядом с бароном в тот злополучный вечер. Да, как сейчас помню. Ведь барон всем нам предлагал этого самого бренди. А кроме барона, никто больше не пил бренди в тот вечер? Право, не знаю, мы поднимали бокалы за спектакль, ведь в тот вечер был спектакль в крепостном театре у барона. И все, кроме Ивана Ивановича, пили вино. Но народу было так много. Надеюсь, что никто не притронулся к этому графину, кроме бедного старика. И ведь так любил бренди. А вы приехали с Андреем Платоновичем? А почему, собственно, вы задаете мне такие вопросы? Ты освободишь Анну? Это была моя последняя воля. Отец, теперь я хозяин Анны, а не вы. Я допустил ошибку, не написав вольную раньше. Володя, почему она до сих пор крепостная? Даже после смерти ты говоришь о ней. Защищаешь ее. Разве это недостаточный ответ на твой вопрос? Ты злишься на меня, а мстишь ей. Анна ни в чем не виновата перед тобой. Я не делил любви между вами. Я очень любил вас обоих. Она могла бы стать тебе сестрой. А ты спросил у меня, нужна мне сестра или нет? Ты вообще хоть раз поинтересовался у меня, что я во всем этом думаю? Ты наказываешь себя, а не ее. Я не понимаю, о чем вы. Володя, пока ты не дашь Анне вольную, ты будешь заложником своей обиды и ненависти. Как только ты освободишь ее, ты освободишься сам. Владимир Иванович, вы звали меня? Узнал меня? Как ты сюда попал? Разве твоя невеста тебе не сказала, что я умею ходить сквозь стены?
Еще один шаг, я закричу. Сбегутся люди, тебя под арест, а табор твой разгонят. Зачем мне руки пачкать? Я тебя не трону. А людей тебе звать не резон. Люди придут, и им такое про тебя расскажу, что у них волосы дыбом станут. Зачем людей пугать? А кто поверит в твои цыганские сказки? Вот и поглядим, поверят или нет. Хочешь, прямо сейчас с твоей невестой поговорю, а ты послушаешь? Не надо. Где деньги? Отдам. Когда? Завтра. Где? Заброшенную избушку на берегу озера, помнишь? Рядом с табором. Во сколько? В 2 часа пополудни, но только без свидетелей. Бог свидетель. Смотри. Обманешь, кишки выпущу. Без обмана. Отдам, все отдам. Завтра же. Напрасно ты отказалась ехать с ними. Мне на самом деле не здоровится, Ваше Величество. Меня тоже все эти балы, праздники и треволнения утомили. Вот доктор нюхательные соли посоветовал. Да что-то не слишком помогает. Скажи мне, милочка, как тебе показалось, что цесаревич испытывает к принцессе? Сложно понять чужие чувства. Тем более, что он сам еще в них не разобрался, Ваше Величество. Но жениться на ней он намерен? Ваше Величество, я глубоко признательна вам за ваше участие в моей жизни и за вашу бесконечную заботу обо мне. Вы хотите отказаться от возложенной на вас миссии, Натали? Я не могу ослушаться вашего приказания. Но я должна признаться вам, что я не выполнила вашего приказания. Александр Николаевич догадался, зачем вы приставили меня фрейлиной к принцессе Марии. Вы проговорились, Натали? Нет. Цесаревич просто умеет читать мои мысли. Мне было ужасно стыдно, когда он сказал, что все понял. Я знала, что это поручение вам с самого начала было в тягость. И все же ответьте мне на мой вопрос, и я не стану вас больше этим мучить, Натали. Александр Николаевич намерен жениться на принцессе Марии. Независимо от того, любит он ее или нет? Да, Ваше Величество. Да, мне всегда нравились ваша честность и прямота. Несмотря ни на что, я благодарна вам. Да, хотелось бы мне читать мысли моего сына с такой же легкостью, с какой он сумел прочитать ваши. Мария, а вы, оказывается, притворщица? Вы бесподобно танцуете и помните все движения? О, нет, я спотыкнулся. Еще хочу, мазурка. Вам не нужны учителя. Все придворные сплетницы умрут от зависти, когда увидят, как вы танцуете. А если я спотыкнусь, как сейчас? Я вас снова подхвачу, и все решат, что так и должно быть. Хорошо? Вы будете звездой сегодняшнего бала. Бал уже скоро. Вам нужно переодеться. Я жду вас в карете в 7 часов вечера. Договорились? Натали, вы сказались больной, а летите на всех парах? Я только что разговаривала с вашей матушкой. Дайте угадаю. Ее интересует, что я на самом деле испытываю к принцессе Марии? Я как раз сказала ей, что вы умеете читать мои мысли. Вы и далее собираетесь сообщать императрице о моих чувствах к принцессе? Она освободила меня от этой обязанности. Какой кошмар! Значит, теперь вы будете менее пристально обращать на меня внимание, и мы будем с вами реже видеться? Мы будем видеться с вами каждый раз, как только вы будете приходить к принцессе Марии. Ведь я остаюсь ее фрейлиной. Я буду с нетерпением ждать следующей встречи. Натали, мне будет не хватать вас на балу.
Благодарю вас, Ваше Высочество. Я думал с вашей помощью восстановить доподлинно картину его последних часов. Я прекрасно понимаю вас, князь. Однако я думаю, что вам об этом лучше поговорить с Андреем Платоновичем, с Забалуевым. Он в тот вечер приехал раньше меня. Когда Владимир пригласил меня в дом, Андрей Платонович был уже в библиотеке, а Иван Иванович появился последним. Добрый вечер, князь. Рад вас видеть в добром здравии. Взаимно, Андрей Платонович, взаимно. Простите, вы так громко разговаривали с Марьей Алексеевной, что я невольно слышал ваш разговор. Вы спрашивали о последних часах Ивана Ивановича. Да. Кажется, вы, Андрей Платонович, тоже были в поместье Корфов в тот день? В тот злополучный день мы пили за здоровье моей невесты, поднимали тост за нашу предстоящую свадьбу. Кстати, Марья Алексеевна, еще до моего приезда вас видели в поместье Корфов. Вы прогуливались по двору. Да полноте вам, Андрей Платонович. Когда я приехала в поместье, я первым делом наткнулась на Владимира. А вы были уже в библиотеке. Пойду посмотрю, как там Лиза. Не спит, наверное, бедняжка. Да и не мудрено после того, что с ней произошло. Сон потеряешь. Не прощаюсь с вами, князь Голубчик. Пожелайте Елизавете Петровне скорейшего выздоровления. С удовольствием. Табачку, Михаил Александрович, не желаете? Благодарю. Как угодно. Признаться, я несколько озадачен, Андрей Платонович. Насколько я помню, во время нашей последней встречи я просил вас о содействии в аресте управляющего Корфов Карла Модестовича. И вот вы являетесь с исправником, но не за управляющим, а для того, чтобы арестовать Владимира. Будьте здоровы. Благодарю вас. В последнее время в нашем уезде происходят странные вещи. И мне бы хотелось вам о них рассказать. Да, я собирался арестовать Владимира Ивановича. Но для того, чтобы настоящий преступник расслабился и раскрыл себя. Ну и кто же настоящий преступник? Я готов назвать вам его имя, но в обстановке, где бы никто нас не мог услышать. Давайте встретимся завтра. Где и в котором часу? Недалеко от моего поместья, ближе к озеру, есть заброшенная избушка. Любой крестьянин вам ее укажет. Встретимся завтра в 2 часа пополудни. Проходите, Анна. Я знаю, зачем вы меня позвали. Полина все рассказала мне. Я не сомневался. Вы что, действительно хотите меня наказать за то, что я не успела поговорить о ней с господином Оболенским? Конечно, нет. Тогда, возможно, вы хотите объявить, что меня снова подозревают в смерти Ивана Ивановича? Я уже говорил вам, вас ни в чем не подозревают. Тогда в чем дело? Вы же были почти добры ко мне. Я был благодарен вам. Вы сумели помешать господину Забалуеву, когда он обвинил меня в убийстве собственного отца. Тогда зачем вы меня позвали? Почему каждый раз, когда я хочу вас видеть, вы ожидаете от меня чего-то дурного? Но я бываю права. Вы мне не доверяете? Что вы хотите услышать? Разве у меня есть причины доверять вам?
Я когда-нибудь бывал с вами жесток, Анна? Вы всю жизнь ненавидели меня. Я не знаю, что от вас ожидать и что вы чувствуете. Замолчи. Почему мне все толдычат о ненависти? Кто ты, чтобы рассуждать о моих чувствах? Вы правы. Я вам никто. Мы выросли вместе, но я до сих пор не знаю вас. Все хотели видеть нас брата и сестру, но я давно поняла, что вы не сможете отнестись ко мне как брат. Тебе мне навязали отец и мать. Люби ее, как любим ее мы. Но я другой. Они не хотели этого понять. Я никогда не был. Я никогда не буду твоим братом. Я твой хозяин, а ты крепостная в этом доме. И думаю, всем пора понять, что это так. Что вы задумали? Завтра за ужином ты станцуешь для гостей танец 7 вуалей. Будешь прислуживать и танцевать. Как крепостная для господ. Для меня, для Сергея Степановича. И, конечно, для князя Репнина. Что ж, поздравляю вас, Владимир Иванович. Вам удалось добиться, чтобы я возненавидела вас так же сильно, как вы меня.